Сегодня я хотела немножко с вами поговорить. Тоже такой вопрос ко мне поступал очень часто в последнее время про брекеты. Надо ли ставить детям брекеты или нет? Вот, если кривые зубы. Вот, ну, вы сами понимаете, что хороший вопрос, да, Наталья? Ну, вот, я знаю, что часто, это сейчас проблема, ну, реально у деток, да, Ален, вижу. Вот, и вообще-то, конечно, германская новая медицина за здравый смысл и за натуральность, за естественность, да, когда что-то вставляется в наше тело, то это уже как бы, ну надо все равно, я когда начала эту тему чуть-чуть больше пахтать, посмотреть, нашла в интернете, конечно, кучу страшилок таких, боже, там прям такие компьютерные съемки, что если ставятся брекеты, как там эти кости все на мозг влияют, и прям очень-очень плохо, ну, есть такое мнение однозначно, есть, которые говорят, конечно, современной медициной, что это хорошо, чтобы красивая улыбка была и так далее, ну, где-то я такой нормальный человек, который считаю, что все должно быть как-то в меру, и не надо с фанатизмом относиться ни к чему. Но давайте вот разберем, почему кривятся зубы. Потому что в природе зубы должны быть ровные у нас. И если мы посмотрим на каких-то даже животных, как обычно мы на них ориентируемся как бы по биологическим законам, да, то у них нету прям таких кривых зубов. Как природа предназначена, там у хищников, ну, как бы клыки у них на месте все стоят, да, у жвачных животных тоже нормально как-то все расположенные. Ну, если вы когда-нибудь видели там скелет животного, там его, это череп, вот, то как-то особо кривых зубов нет. И почему же в наше время так много кривых зубов? Еще интересуют коронки после удаления нервов в чистке каналов. Ну, журналист ставите. О, Алена, это давай на я запишу на следующий раз, это потому что, да. Давайте сначала про маленький вот этот нюанс, именно про почему зубы кривятся. Вот. И, конечно, это в основном в детстве случается, да, ну, в большинстве своих случаев, в взрослом возрасте уже редко. Если сначала были прям целые, ну, ровные, а в взрослом возрасте, чтобы уже покривились. Такого бывает не часто, вот, а в детстве. Вот это значит, ну, сам зуб так предназначено, что они крепкие должны быть, да, твердые. Вот у нас и дентин, сам зуб еще состоит, и где они вставляются, как бы в челюсть, они должны быть крепкие. Тогда все будет хорошая связка, они будут стоять ровненько и все остальное. Почему же оно вот мягчает? Это может мягчать сам зуб, ну и тогда он тоже как-то искривляется. Либо мягчает именно то место, куда он вставляется, да, вот именно наша десна. Вот, и тоже он может там вот становиться криво. И, конечно, если у нас у ребенка уже такое есть, то надо сначала разобраться с биологическим конфликтом, что это происходит. А потом уже решать, ставить брекет или нет. То есть сначала разобраться с конфликтом. И, как я понимаю, конфликтов тут основных два. Или это кусковые конфликты, то есть связаны с тем, что очень сильно чего-то хочу, да, хочу больше откусить, ну так образно говоря, да, откусить чего-то больше, чем я хочу что-то больше получить, чем у меня есть. Ну и сейчас это же проблема, вы же понимаете, дети, благодаря интернету, рекламам, вот этим всем гаджетам, очень много чего мы хотим, а получить не можем. И поэтому дети вот на этом, конечно, очень сильно могут подвисать, так скажем. Вот. И второй момент – это территориальный конфликт, когда не могу кого-то загрызть. Тоже к зубам относится, не могу кого-то покусать. Вот. И это именно самообесценивание. Ну, это в основном конфликты самообесценивания, когда я не могу либо что-то получить, да, либо не могу кому-то дать отпор. Это защитить свои границы. Вот. И, конечно, тут надо работать с ребенком, и часто, особенно если это до 6 лет, например, зубки начинают уже кривиться, то это же вообще может быть проблема мамы, что это мама чего-то много хочет, да, и не может в своей жизни получить или защитить свои границы. Поэтому вот обращаем внимание прежде всего на себя и на то, какая атмосфера в семье. Потому что как бы мы не полагались на школу, ну или на какие-то другие методы воспитания, все равно основа у нас в семье, и от того, как правильно ребенку привиты ценности. Сейчас, Анжели, сейчас прочитаю. Вот, как привиты ценности вот этого получать, насколько мы можем что-то получать, насколько нет. Просто атмосфера потребительства, да, насколько вот она в семье практикуется или нет. Ну, от этого зависит. Вот. Ну, это отдельный вопрос психологический, да, как с этим работать, но надо сюда внимание просто обращать. А потом уже смотреть и
настолько, пока еще ребенок маленький, настолько у нас еще там все подвижное, ну, опять-таки, смотря сколько лет, ну, плюс-минус, что зубы, я тоже читала, есть такие случаи, когда зубы могут на место становиться сами по себе, без всяких брекетов. Вот когда ребенку объясняешь, да, основы поведения, там, научишь его отставить свои границы, вот это все, либо ну, как-то адекватно относиться к тому, что у тебя есть, и надо ли тебе того, чего у тебя нету. Но вот сами, не надо, без всяких брекетов ставятся уже на свое место зубы. Но если уже там, конечно, так все закостенело, и проблема уже такая запущенная сильно долго, допустим, зубы уже покривились, уже все. Но надо тогда наблюдать, чтобы они хотя бы перестали кривиться дальше. Вот если они уже остановились, да, то тогда каким-то щадящим, знаете, более щадящие методы, когда по чуть-чуть, лучше дольше поносить эти брекеты, снимать их время от времени, ну, чтобы они по чуть-чуть выравнивали, чем когда прям жестко. Ну, можно тогда одеть, мне кажется, и выпрямить. Потому что я опять уже почитала случай, когда вот не решают биологический конфликт, а одевают, а оно что только снимают, они опять кривятся, или в этот момент, и там оно все плохо, надо время подкручивать. Ну, в общем, это, ну, проблема этим не решается брекетами. Это только вот если завершился конфликт, но осталось, тогда можно чуть-чуть исправить, но не в моменте. Потому что бывает, снимают, они опять разъезжаются еще хуже, чем были, или воспаляются. В общем, разные истории слышала. В общем, поэтому осторожнее к этому относитесь. И на уровне физики, я всегда люблю как-то на уровне физики, психологический конфликт, само собой, да, и на уровне физики, что мы можем сделать. Это, конечно же, убирать все пасты со фтором, что уже сейчас уже тоже доказано современными исследованиями, что фтор очень сильно. А все, что продается в магазине, хоть они пишут без фтора, но это под вопросом, есть там фтор или нет. Вот. Поэтому, конечно, лучше аюрведическими какими-то. Я уже вообще много лет, вы знаете, чищу просто солью, содой зубы. Это мы микрофлору сохраняем. Во-первых, фтора нету, и плюс мы микрофлору соблюдаем, потому что еще же может быть проблема с зубным камнем, тоже кривить зубы. А зубной камень это образуется, потому что микроорганизмов недостаточно во рту. Поэтому сохраняем микроорганизмы во рту, чистим зубы чем-нибудь натуральным. И вот следующий такой момент, тоже исследования современные, что из-за того, что мы много кушаем рафинированной еды, это, ну, мягенькое все, йогуртики, да, сырочки, кашки, все такое уже перемолотое, ничего особо твердого не кушаем, у нас зубы сами по себе теряют функцию, потому что организм, он же не за красоту, он за функциональность и за целесообразность. Если нам не надо ничего твердого жевать, то зубы теряют свою просто сами по себе, даже без конфликтов, они могут терять свою прочность и рассыпаться. Поэтому и детям, и нам, взрослым, орешки, какие-то яблоки, морковки. Вообще, помните, дети раньше всегда с морковками бегали или с качанами от капусты, помню, мама мне тоже давала. Это же все для зубов. А сейчас кто из детей кушает морковку? Я такое не видела уже давно. Или качан от капусты. Вот. Но это надо. То есть вот это, знаете, то, что пережевывать все долго, это что же, это мы не просто, мы для пищеварения, само собой, это все хорошо долго пережевывать, но также это хорошо для зубов, потому что мы таким образом тренируем зубы, каждый из нас в любом возрасте, надо зубы, ну, иначе они просто будут терять свою функцию. Вот, то есть это надо обязательно кушать что-то твердое и долго перемалываемое. Вот. Ну и, конечно, я молодец. Куда без этого? Хвалить себя в любом случае, чтобы мы не делали, в том числе и за то, что там мы можем достичь, не можем достичь, за то, что мы отстояли свои границы или как-то по-другому их решили. Все равно я молодец, это практика. Надо 100 раз в день повторить «я молодец» за все, за себя. Тогда тоже все конфликты самообесценивания будут протекать медленнее или вообще будут уходить. Вот. Ну, а кто хочет разобраться, как правильно ставить желания и достигать своих целей без конфликтов, без кусковых и без всяких, то приходите, пожалуйста, на планирование, у нас скоро будет. Вот, и там это все проработаем, и будем тоже очень довольны собой, мы молодцы, как мы все сделали, как мы все сами управляем своими желаниями, все себе достигаем. Я сегодня подготовила, сейчас мы поговорим, но после нашей беседы я приготовила вам медитацию, взяла одну из с марафона по планированию, как мы можем сами всего достичь. Но это чуть позже будет.